Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 8 по 14 января. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы проведем с вами приятное время и какие-то подсказки вы для себя на неделю получите. Карта у нас переворачивалась. Луна. Знаете, не торопитесь на этой неделе. Луна – это 1000 неопределенностей. И карта нам говорит, выглянет солнце, и все встанет на свои места. Может быть, ситуация не развилась как должно. Позвольте, значит, чему-то, возможно, завершиться. Или, принять какие-то формы реальности. Вас могут переполнять отчасти эмоции. И эмоции, мы знаем, это не лучший помощник и советчик. Поэтому, наверное, эта неделя в каком-то спокойном режиме. Еще один момент. Избегайте толпы. Есть такое выражение «меня несет толпа». Мы собой тогда как бы не владеем. Мы не можем влиять на ситуацию. А вам важно все держать под своим контролем. Ну, давайте теперь я сама достану карту. Первая карта, что важно знать. Что для вас будет в приоритете, мои дорогие львы и львицы? Неожиданности или чего не избежать, с чем вы можете столкнуться. Чему сейчас не время? Или что может помешать? Что вам будет помогать? Что скрыто? По основным сферам жизни, дела, работа, бизнес. Энергия денег. И что в личной жизни. Итак, что важно знать? Двойка кубков. Двойка кубков, безусловно, взаимодействие. У кого-то это с учетом перевернувшейся карты Луны. Чувства вас могут переполнять. Может быть, и есть конкретный человек, который к вам искренне относится. У кого-то это в личной жизни, правда, проиграется. Тепло домашнего очага, взаимодействие с вашими близкими. Сами по себе приятные какие-то чувства и благополучная атмосфера, которая будет царить в вашем доме. Это вообще для всех проиграется. Это больше карта дипломатии в целом. Поэтому, если что, важно знать. Есть возможность договориться, может быть, или для себя что-то выяснить, проговорить. Может быть, те разговоры важные, которые прежде умалчивались. Какая-то тема, вы не хотели ее поднимать, а здесь в спокойном ритме каком-то, при достаточно дружелюбном настрое мы можем спокойно обсудить тот или иной вопрос. Или, мои дорогие, если были вопросы уже у вас запланированные в высоких инстанциях согласования, здесь больше возможностей в целом договориться или быть услышанным. Вот какая-то ваша идея, тема, она может быть более воспринята дружелюбно. И значит, мы можем получить желаемое быстрее, чем мы на это рассчитывали. Сама по себе карта где-то обещает спокойную, приятную неделю. Но давайте мы все же узнаем в неожиданностях. Пятерка кубков, и у нас прообраз как будто иерофанта. Человек сидит или персонаж и сожалеет о том, что случилось прежде. Нет чего-то глобально нехорошего, но тем не менее разлиты 2 кубка, 3 кубка полных. Но по какой-то причине у персонажа разочарование. Вот какой-то... Нет неожиданностей самих по себе на этой неделе, и карта достаточно мелкая. Но есть, видимо, та тема, вы ожидали, что что-то для вас решится как-то иначе. Вы могли это кубки ожидать от человека какого-то действия, например, а этого не произошло. Или вы могли ожидать участия, помощи, может быть, вам. А тут тоже как-то сложились дела, развитие ситуации, тоже в другом ключе. И есть сожаление. Нам не говорят, что это что-то глобально важное или влияет на вашу жизнь. Нет, но эмоции где-то, это карта хандры, апатии, они могут вас не оставлять. Больше как будто нет неожиданностей на эту неделю, но если у нас двойка кубков, тут есть как раз то, что я говорила, возможность что-то проговорить, не держать в себе, а именно обсудить какую-то тему в спокойном режиме и, может быть, достичь как раз вот того взаимопонимания
или заключить какое-либо соглашение. Вы знаете, тут есть возможность с кем-то и примириться на этой неделе, правда? Или для вас самих по, может быть, конкретному вопросу, который где-то либо через чувства, либо через отношения идет, принять важное Соломоново решение, чему сейчас не время. Не время увеличивать дистанцию конфликта, не время, может быть, откликаться на предложения окружающих или настоятельные какие-то требования. Кстати, вообще семерка жезлов всегда у нас своего рода соревнование, конкурс какой-то. Или когда есть желание доказать, значит, с учетом двойки кубков разделяйте, наверное, тех людей в вашем окружении, с которыми есть смысл договариваться или продолжать какие-то отношения. Это ведь может быть не обязательно личная жизнь. Это может быть работа, это может быть ваш социум. Здесь как раз больше нейтральная позиция. Мы себе словно не должны обострить вот эту обстановку сегодня, чтобы осложнить себе жизнь завтра. Вот как-то так. Что вам будет помогать, когда вы с чем-то определитесь? Сделайте важный выбор, может быть. Посмотрите, двойка кубков и двойка мечей. Своего рода развилка. И, видимо, в вашей жизни есть тот вопрос, по которому, правда, нужно принять однозначное мнение. Карта достаточно темная, обратите внимание. И она говорит, что нам помогает. Когда мы вот эту темноту убираем, как будто из двух мечей должен остаться один. Я называю туз мечей, но когда один меч, да, карта у нас называется выход из лабиринта. Вот своеобразный выход из лабиринта, мои дорогие львы и львицы, может быть, ментально вы должны найти. Не получится, видимо, какая-то история или не будет продолжаться именно в том ключе, или в том направлении, или таким образом, как вы хотите. Нужно с учетом пятерки кубков, нужно принять какую-то данность. Да, может быть, с нами не согласны, но для себя тогда не доказывать кому-то что-либо, а именно вспомнить про свои принципы, что для вас наиболее важно. Если есть смысл продолжать какие-то отношения, или вы не можете выбирать, вы столкнулись именно с каким-то противоречием, именно с тем человеком, с которым вас в последующем тоже вам придется встречаться, как-то контактировать, договариваться, то тогда, чему сейчас не время, как раз вот эта позиция семерка жезлов, вы не должны обострить какую-то сверхмеры обстановку или для себя как будто решить, в каком ключе я буду общаться с этим человеком или как я с ним в дальнейшем буду строить отношения. Но определиться словно с точкой вам это помогает. Не надеяться на то, что сама по себе ситуация как-то изменится или человек изменится. Нет, здесь время принять по какому-то вопросу важную позицию, именно позицию, в каком направлении дальше я иду, или как я развиваю эти отношения, или чем я буду заниматься, чему я именно отдам приоритет. Что скрыто? Солнце. Вообще, это ваша карта как планета-управитель Солнца. Но по Солнцу у нас идет еще эта карта выбора правильного направления. И по Солнцу это то направление, которое на несколько месяцев вам как будто на этой неделе. Или будьте внимательны, я бы сказала, на этой неделе, мои дорогие львы и львицы, к тому, что происходит, с кем вас сталкивает судьба. Вполне вероятно, эти люди еще повторятся в вашей жизни или будут какие-то ситуации, когда вам придется с ними взаимодействовать. Поэтому действительно, хотим мы того или нет, может быть, тот человек, с которым у вас сейчас какая-то словно конфронтация, вы не достигли взаимопонимания, недвусмысленно все карты говорят, мы как раз можем столкнуться, он может нам прийти на помощь, или сама по себе жизнь. Например, если даже это касается, когда мы пошли согласовывать какие-то документы к чиновникам, и
несговорчивый человек, мы с ним сталкиваемся, и он не хочет принять нашу какую-то позицию. Вот, к примеру, если подобная ситуация была, может быть, днями раньше, до этой недели, или, может быть, неделями даже раньше, и мы понимаем, что да, сколько ни крути, все равно в эту дверь придется войти, как-то говорить, выстраивать отношения, потому что мы не изменим как будто чего-то. Тогда себе определенно не стоит усложнять жизнь. Вы можете видеть где-то, вот смотрите, с учетом двойки мечей, достаточно мрачно этот период, а суть-то в том, что вы должны с чем-то определиться или стратегию поведения правильную избрать. Понимаете? И эта вот темнота, вот эта неопределенность ваша внутренняя, она где-то закрывает для вас вот это солнце. Как правильно поступить, может быть. И для вас очень важно определиться, как же мне действовать или как развивать отношения. У вас на кону на этой неделе. Для вас лично, мои дорогие львы и львицы, словно счастье какое-то. Это может быть счастливая ситуация или его величество случай счастливый какой-то, или еще что-то позитивное, когда вам, скорее всего, может помочь в последующем как раз в продвижении или в реализации ваших проектов. Не навредите себе, правда, на последующий период, потому что основной момент, как будто вы должны для себя просчитать стратегию как минимум до середины 2024 года. У вас как будто сейчас решаются именно эти вопросы. Или, может быть, они закладываются, как база какая-то. И поэтому, правда, какой-то выбор, как по отношениям, так и по делам, как будто вам придется делать. И даже если сделать его достаточно сложно на этой неделе, просчитать будет что-то сложно. Все же у нас, ну, нет как будто ясного, четкого ориентира. И двойственность какая-то тоже присутствует. Но тогда оттолкнуться от того, чего же я хочу, каких я отношений хочу, какой проект я хочу реализовать, или каким образом вот мне как раз к этому подступиться. Может быть, понимать, что мне может помешать. И с двойкой мечей тогда это будет означать от помех каких-то избавиться. Или от того проанализируйте, что вам прежде словно, ну, как пятое колесо в телеге мешало. Вот подумайте, тогда вот этот фактор, он тоже должен быть устранен. Потому что разгон вы как будто будете вот-вот брать. Ну так, своеобразно, аллегорически говоря, дела, работа, бизнес. Вы получите деньги, десятка монет у нас или десятка пентаклей для кого-то из вас. Согласование может быть по поводу вашего жилища или имущества, или сама по себе продуктивная неделя. Здесь еще могут быть те вопросы. Есть у нас выбор, все-таки две двойки. И вы будете выбирать между работами, может быть и так. Тогда есть как раз на этой неделе очень хороший посыл для себя сделать этот самый важный выбор, каким образом будут в дальнейшем приходить к вам деньги или каким видом деятельности вы будете заниматься. Очень благополучная карта. Она может, кстати, говорить о том, что большие деньги могут быть, особенно те, которые для вас задерживались. И своего рода все-таки десятка – это, ну, как вершина чего-то, своеобразный итог. И для кого-то, правда, это может означать какой-то итог, я получаю деньги и завершаю какой-то один вид деятельности и переключаюсь на что-то новое. Может быть. Но вообще дела, работы, бизнес, тут и удачные согласования, правда, со всеми договориться. И что вот как энергия денег? Второй иллюминатов, рыцарь мечей, называется бунтарь без причины. Вы можете столкнуться с людьми, которые с вами спорят. У кого-то это могут быть внезапные траты, правда, или какая-то ситуация, с которой вы сталкиваетесь, ну, она где-то говорит о том, что вы чего-то не ожидали по финансам. И если мы говорим про деньги, и нам уже десятка пентаклей выпала, или десятка монет, деньги как будто не тратим, больше сохраняем. Может быть, и есть какой-то финансовый спор, как правильно потратить или как правильно распорядиться. Для кого-то из вас может быть желание вложить в свой бизнес или в свое дело, или что-то купить. И здесь вы как будто будете продумывать, как это сделать. Есть
по рыцарю мечей какое-то несогласие, либо неуверенность, опять же, и со знаком плюс проигрывается всегда эта карта, когда мы ищем информацию, словно истину, и мы ее находим. Вы можете какое-то дело просчитывать, может быть, наперед, продумывать, как согласовать, кстати, в высоких инстанциях оформление того или иного документа. У кого-то, правда, пройдет недвижимость. Но помните, наверное, что могут быть те люди, как бунтарь без причины, которые вам выдают желаемое за действительно. Это могут быть, с одной стороны, люди пафосные, которые нам обещают золотые горы для того, чтобы мы с чем-то согласились и проучаствовали в каком-то проекте. Есть определенно по этой карте то, что вы не должны словно упустить, и с другой стороны, не должны согласиться на то, что не жизнеспособно. Может быть, найти какую-то информацию недостающую для себя, правда, с чем-то определиться, не совершить словно ошибку. Давайте мы посмотрим личная жизнь. Это у нас туз жезлов. Безусловно, это энергии огненные ваши. Да, и если вот одна под другой картой выпадает, мы словно на развилке, вы правда сумеете принять какое-то очень важное решение или выйти вот из этой темноты к солнцу. Может быть, это альтернативное какое-то решение, ведь по тузу жезлов всегда бывает, знаете, когда есть желание именно чем-то заниматься или отношения какие-либо продолжать. Может быть, не совсем про продолжение, а это будет какое-то ваше важное решение по поводу дела, работа, бизнес. Все-таки жезлы – это не совсем про любовь. Но и личная жизнь, да, позиция карты не говорит только о чувствах. Она еще рассказывает о наших планах, честолюбивых, каких-то амбициях. И здесь как будто по тузу жезлов для вас может быть, как правда, какой-то проект, которым вы будете заниматься, и который для вас вот это самое солнце может означать. Правда, как и не потратить впустую свои силы, мои дорогие львы и львицы, так и чего-то не упустить. Не увеличить дистанцию конфликта с теми людьми, с которыми нас как будто наперед неизбежно столкнет судьба. Но и еще с другой стороны, не создавать себе риска материального. Вот такие для вас как будто задачи. Давайте мы достанем совет от карт. Для вас как будто несколько позиций: дела, работа, бизнес. Посмотрите. И личная жизнь могут переплестись на этой неделе воедино. Вы как будто важное решение какое-то будете принимать. И я не могу сказать, что сделать это будет легко, потому что есть по какому-то поводу разочарования что-то, мои дорогие львы и львицы, идет не совсем так, как вы этого планировали. Совет от карт. Что для вас на неделю? Ну, для кого-то из вас как будто это может быть путешествие, которое неизбежно должно состояться. Для кого-то уход, правда. Восьмерка кубков – это когда мы, ну, идем, продолжаем как будто свой жизненный путь. По этой карте мы, правда, ищем, может быть, выход из сложного создавшегося положения, и тогда мы его находим. Все-таки с элементом новизны нам говорят: иди вперед, не оглядывайся назад. Значит, не должно быть тех ситуаций или тех отношений, которые вас словно сковывают. Как раз тянут вот в это прошлое, в какие-то разочарования. Здесь больше оптимизма. Повторюсь, карта солнца скрыта. И это не от вас кто-то ваше солнце скрывает, мои дорогие львы и львицы. Вы сами можете его словно не увидеть, если включитесь в ненужные вопросы, которые для вас не актуальны. Или если вы не сможете принять какое-то важное решение. Полный вперед, вот вообще-то так, по восьмерке кубков. Как будто либо путешествие, либо поездка может вам добавить ясности. Может быть, правда, если вопросы недвижимости, переезда для вас актуальны, и вы понимаете, есть смысл именно оказаться в той местности или в том месте, куда я собираюсь сделать этот переезд, то тогда вам каким-то, ну, видимо, ситуация сложится, ну, или каким-то образом вам нахождение именно в другом месте вам поможет принять важное решение или определиться. Меняется что-то в пространстве, и важно понимать, в каком направлении я хочу что-либо продолжать.
И чего я делать точно не буду. Двойка мечей, ее не должно быть. Пусть это перейдет где-то в туз мечей или в туз жезлов, в определенность конкретную. И это будет означать то ноу-хау. Я знаю, как мне достичь изобилия, процветания, счастья, мои дорогие, и нового качества жизни. Основная задача – увидеть свое солнце. Перекладывайте на себя, мои дорогие, львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.